В живописной местности, окруженной зелеными холмами, располагалось поместье Эльдорадо, принадлежащее миллиардеру Эдуарду Монтеро. Здесь рабочие старательно ухаживали за чистокровными скакунами, выпрямляя царственное великолепие каждого коня. Однако среди них выделялся черный конь по имени Тормена. Этот мощный скакун оказался неукротимым и безжалостным, что привлекло внимание Эдуардо. Несмотря на попытки 3 укротителей, каждый из которых покинул поместье с горьким чувством поражения, Тормен продолжал оставаться дикой стихией, неподвластной никому. Разочарованный этими неудачами, Эдуардо решил пригласить к себе лучшего укротителя – Хоакина Вегу. Однако и Хоакин, проявив все свои таланты, не смог укротить Тормена ни за неделю. Эдуардо, потерявший терпение, решил организовать публичную ставку на укрощение Тормены, предложив награду в $50 000 за 3 минуты на спине коня. Весть о ставке разнеслась по округе, и десятки наездников со всего региона пытались покорить непокорного скакуна, но все их попытки оборачивались полными неудачами. Эдуардо с удовольствием наблюдал за зрелищем, смеясь над их неудачами. В это время в поместье появился 12-летний мальчик по имени Мигель. Он решительно заявил, что хочет попытать удачу и укротить Тормена. Сперва Эдуардо с недоверием смотрел на Мигеля и смеялся, но затем, немного удивленный, согласился на ставку. Мигель, уверенный в своих силах, согласился – $50 000 или год работы на ферме. Когда Мигель вошел в загон к Тормену, у него не было страха, только решимость. Тормена изначально не проявлял агрессии и, наблюдая за мальчиком, медленно начал приближаться к нему. Мигель, осознав, что у него есть возможность установить контакт с этим конем, начал говорить с ним, объясняя свои чувства и надежды. Неожиданно Тормена обнюхал руку Мигеля, воспринимая его как друга. Мигель, чувствуя интуитивное понимание, медленно подошел к боку Тормена и положил руку на его спину. На удивление всех, конь не проявил агрессии, и, воспользовавшись моментом, Мигель взобрался на его спину. Мигель, сидя на Тормене, управлял им без уздечки и седла. Конь, как будто понимая намерения мальчика, медленно пошел по кругу загона, что повергло Эдуарда в полный шок. Он не мог поверить в то, что это происходит, а вокруг собравшиеся зрители с восторгом аплодировали, пораженные совместной работой мальчика и коня. Мигель, слезая с коня, проявил такую же грацию, как и при подъеме. Тормена остался рядом, позволяя мальчику погладить его. Лишь Эдуардо и его друзья не разделяли общего восхищения. Мигель смело подошел к Эдуардо и напомнил о выполнении условий ставки. Эдуардо был не в состоянии поверить, что Мигель мог укротить коня без насилия. Мигель объяснил, что уважение к коню важнее силы, и что это не просто дело отваги. Эдуардо, разгневанный, пытался запугать Мигеля, но мальчик оставался спокойным. Рамон, один из присутствующих, подтвердил, что Мигель выиграл честно. Эдуардо, осознавая, что ему не следует пристыдить надежного работника, соглашается на условия. Однако вместо $50 000 он предлагает просто деньги, но настаивает, что Тормена должен остаться у него. Но Мигель, понимая истинную важность свободы для коня, отклоняет предложение, настаивая на том, что Тормена должен быть свободен. Не желая сдаваться, Эдуардо предложил $25 000 и доступ к коню, тем самым указывая на свои попытки воспользоваться ситуацией. Однако Мигель не сдавался и предложил новое пари. Тормена сам выберет хозяина. Эдуардо, уверенный в своей победе, согласился на условия. Когда они встали по разные стороны загона, Тормена, проявив свою магическую интуицию, выбрал Мигеля, направляясь к нему. Эдуардо был в шоке, его гордость была разбита, а Мигель, уверенный в своем успехе, подтвердил. Тормена сделал выбор. Эдуардо оставался в ярости, но вынужден был признать поражение. Мигель, упорно защищая своего нового друга, столкнулся с угрозами со стороны владельца поместья. Несмотря на это, его решимость только крепла.
Зрители и рабочие восхищались смелостью Мигеля, но управляющий Рамон чувствовал тревогу. Поэтому, несмотря на все риски, Мигель и Тормена покинули поместье. Путешествуя в деревню Сан-Рафаэль, Мигель признался Тормену, что у него нет дома и еды, но обещал заботиться о нем. В деревне его появление вызвало переполох у детей и взрослых. Они не могли поверить, что это тот самый мальчик, который укротив мрачного Тормена. Мигель встретил Донью Кармелу, знавшую его с детства, и объяснил, что выиграл коня в пари. Донья Кармела, впечатленная его смелостью, предложила помощь, и они пошли к кузнецу Рафаэлю, который согласился помочь Мигелю и Тормене. Рафаэль предложил Мигелю работу на ферме и место для Тормена в своей конюшне. Мигель начал осваивать кузнечное дело и уход за лошадьми, и его трудолюбие не осталось незамеченным. Рафаэль восхищался ответственностью и сердечностью мальчика. Тем временем Мигель стал местной знаменитостью. Люди проявляли к нему уважение и восторгались его историей. Однако Эдуард Монтеро, гордый владелец поместья, продолжал искать способ вернуть Тормена, и его усилия не заставили себя ждать. Однажды Мигель встретил Густава Ордониса, который работал на друга Эдуарда. Густаво хотел поговорить о Тормене, но имел в виду только злые намерения. Мигель почувствовал недоверие к этому человеку и презрев его приближение. Дон Рикардо, друг Эдуарда, предложил Мигелю $10 000 за коня, однако Мигель, учтя, с каким уважением Тормена относился к нему, решительно отказался. Густаво был удивлен отказом и предупредил о последствиях. Когда Дон Рикардо увеличил сумму до $100 000, Мигель снова твердо отказался. Густаво, оставаясь верным своему хозяину, предупредил, что никто не смеет отказываться от предложения Дона Рикардо дважды. Мигель, общаясь со своим другом Рафаэлем, чувствовал поддержку, но тот также предупреждал о возможных последствиях. Тем не менее, парень оставался уверенным в своих поступках, считая, что деньги приходят и уходят, но доверие находит свое место редко. Рафаэль делился с Мигелем своей историей о жестоких методах Эдуардо Монтеро, рассказывая о том, как тот создал состояние, разрушая жизни других. Каждый раз, когда Мигель отказывался от предложений, он становился более уважаемым в округе. Тем временем работники Эдуарда предложили Мигелю $200 000 за Тормена. Однако и на этот раз он упорно отказался, несмотря на сумму, которая была непозволительной для ряда местных жителей. Это лишь усугубило ситуацию. Мигель столкнулся с угрозами, но Рафаэль встал на защиту. Собрание в кузнице собрало работников и местных жителей, где обсуждали угрозу от Эдуарда Монтеро. Среди предложений были варианты защиты, включая охрану и перевод Тормена в безопасное место. Однако Мигель, полон решимости, отказался бежать, предпочитая остаться и бороться. Ночью, когда Мигель заметил попытку кражи Тормена, его сердце забилось быстрее. Он столкнулся с 2 грабителями, но, к счастью, Рафаэль и другие жители деревни пришли на помощь. Грабители, услышав шум, отступили, угрожая, но Рафаэль потребовал объяснений от Эдуарда Монтеро. Вскоре в деревне собрались жители, чтобы поддержать Мигеля и его верного друга Тормена. Они обсуждали необходимость обращения в полицию, но поняли, что это не даст результатов. Мигель успокаивал Тормена, обещая, что никто не заберет его коня, ведь их связь крепка. Жители деревни сплотились ради защиты Мигеля и Тормена, и Донья Кармела организовала женщин для приготовления еды, в то время как Дон Филипп успокаивал возбужденных. Мигель чувствовал, как он снова стал частью семьи после столь долгой разлуки. Однако предоставление поддержки вызвало недовольство у Эдуарда Монтеро. Он и его помощник Рикардо Мендоса прибыли на роскошном автомобиле. Рафаэль защищал Мигеля и Тормена, не позволяя высокомерию Эдуарда его запугать.
Монтеро обвинил Мигеля в краже лошади, но Себастьян и Дон Филипп немедленно защитили его. Когда Монтеро начал угрожать силой забрать Тормена, жители деревни встали на защиту. Мигель, чувствуя гордость, заявил, что Тормена будет сопротивляться, если его заберут силой. Эдуардо, осознавая, что его реальные угрозы лишены поддержки, отступил, хотя и предупредил, что противостояние не закончено. Обсуждая возможные юридические действия, жители собрали свои средства. Донья Кармела предложила продать свои украшения, чтобы оплатить адвоката. Мигель, поблагодарив деревню за поддержку, однако напомнил, что это касается всех, не только его. И вот адвокат Хавьер Сото прибыл в деревню. Он признал, что у Эдуарда есть юридическое преимущество, но собрал план для защиты. Для успеха дела необходимы письменные показания свидетельств, подтверждающие правоту Мигеля. Обсуждая свидетелей, Рафаэль и Себастьян подумали о том, кто из друзей Эдуарда мог бы пойти против него. Хавьер усомнился, что кто-то из них скажет правду под присягой, но Мигель вспомнил Рикардо Мендосу, который всегда казался справедливым. Собрав показания работников поместья и жителей деревни, Мигель вместе с ее обитателями мобилизовался, чтобы помочь ему и Тормене, все были единодушны в поддержке. Дон Филипп использовал свое положение, чтобы заручиться поддержкой влиятельных людей. Перед заседанием Хавьер работал над юридическими аргументами и прецедентами. В этот момент Мигель заметил незнакомую машину, из которой вышли Хавьер и пожилой мужчина. Хавьер представил судью Эрнана Артегу, который согласился выслушать дело. Судья Артега подошел к Мигелю и Тормене. Тормена, сначала настороженный, постепенно расслабился под прикосновениями Мигеля, что заметил судья. Он видел мягкость мальчика и его глубочайшую связь с конем. Судья, просматривая документы, собрал все показания и основанно подошел к ситуации с точки зрения Мигеля. Признав, что дело должно получить должное юридическое разбирательство, он объявил, что Эдуард подал официальный иск о праве собственности на лошадь. Когда же суд завершился, зал взорвался радостными криками поддержки. Мигель, почувствовав новообретенную надежду, благодарил Хавьера и Рафаэля, а также не забыл упомянуть Рикардо Мендосу. Эдуардо, впервые побежденный, покинул зал, обдумывая свои дальнейшие шаги. Мигель вернулся в деревню, где его с восторгом встречал Тормена, издавая радостное ржание. Они вместе скакали по полям, создавая узы, которые никакая власть не могла разорвать. С каждым разом их связь становилась крепче, и Мигель знал, они жизнь проведут вместе, уважая друг друга и никогда не подчиняясь жестокости мира.